Прежде чем мы начнем новую тему, давайте немножко вернемся к предыдущей. Во-первых, вот мы доказали, что любое ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю границу. После лекции меня спросили, а вот мы доказали существование, а вообще, когда какое-то понятие вводится, то обычно доказывает существование его и единственность этого объекта. Ну, иногда, конечно, объекты бывают не единственными, но вот самые такие важные обычно еще они и единственные. Здесь, конечно, тоже и точная верхняя, и точная нижняя граница единственные, просто это настолько очевидно, что специально об этом говорить, может быть, и не стоит. Ну, хотя пару слов сказать. В нашем случае проще всего единственность, скажем, супремума доказать от противного. Ну вот у нас есть множество x, и пусть у нас имеется два супремума, скажем, а малое и b малое. И тоже вот, они удовлетворяют условиям для супремума. И то, и другое. Причем а не равно. Я утверждаю, что такого быть не может. Если мы такое предположим, мы сразу получим противоречие. И это вытекает из очень простого свойства вещественных чисел. Свойства, связанного с неравенством. А свойство-то такое. Если а не равно b, то обязательно выполняется одно из двух соотношений. Либо что? А меньше b, либо а больше. Если а не равно b, то обязательно мы имеем один элемент, который больше, а другой, который меньше. Ну и все. Мы знаем, что раз это вроде бы супремум, то это и то, и другое верхней границы, да? А супремум это наименьшая верхняя граница. Но совершенно очевидно, что если а меньше b, то из этих двух чисел одно является наименьшим, это а. Значит, b никак не может быть супремумом, потому что мы нашли верхнюю границу, которая меньше b. Если же наоборот а больше b, тогда b будет настоящим супремумом, а никаким супремумом быть не может, потому что эта верхняя граница, даже если это верхняя граница, она, конечно, верхняя граница, она строго больше b. И вот отсюда сразу следует единственность точной верхней границы. Ну, то же самое можно применить для нижней. Теперь, что касается свойств. Свойств супремумов и инфимумов для множеств, полученных путем применения операций. То есть сумма множеств или множество на число. Для операции мы обе формулы привели. Одну мы доказали, вторую вы докажете самостоятельно. Еще 4 формулы, я сказал, что их 4, но не привел, сейчас я их приведу, но доказывать все равно попытаетесь вы их самостоятельно. Это все свойства, связанные с умножением множества на число. У нас есть множество x и число альфа. Альфа не равно нулю. Если равно нулю, то это неинтересно. Мы в результате перемножения получим чистый ноль. Пусть альфа не равно нулю. Ну вот, значит, первое свойство. Предположим, x ограничено сверху. Да? Что тогда можно сказать про альфа x? Про альфа x, если мы ничего не знаем про альфа, кроме того, что альфа не равно нулю, ну, можно сказать только, что оно с какой-то стороны ограничено. Но с какой, чтобы мы точно это могли сказать, мы должны уточнить, какой знак имеет альфа. Ну, давайте в этом случае считать, что альфа больше нуля. Если альфа больше нуля, то тогда альфа x тоже ограничено сверху. И справедливо соотношение супремум альфа x равняется альфа на супремум x. Второе свойство. Ну, давайте разберемся с супремумами. Может быть, я тогда про инфимумы и говорить не буду. Все будет абсолютно аналогично. Если x ограничено сверху, а альфа меньше нуля,
части неравенства умножаются на число меньше нуля, то неравенство превращается в противоположное неравенство. Альфа А будет теперь больше, чем альфа. Вот из этого факта следует, что в данном случае альфа х будет уже ограничено снизу. Ограничено снизу. Если мы ограниченное сверху множество умножим на отрицательное число, мы получим ограниченное снизу. Ну, раз так, то для него существует инфимум. И этот инфимум равен чему? Альфа умноженному на супрем. Вот в этом случае, видите, в нашей формуле возникает и инфимум, и супрем. Ну, опять же, два остальных свойства, в случае, когда x ограничен снизу, и два варианта для альфа, вы сформулируете. Все 4 свойства доказывать совершенно не обязательно. Если вы одно докажете самостоятельно, этого уже будет достаточно. Это будет означать, что вы поняли идею доказательства и можете ее применить для любой ситуации. Ну, разве что, конечно, вот эти два случая, может быть, рассмотреть, чтобы посмотреть, где возникает отличие. Ну вот, на этом мы закончили данную тему и приступаем к следующей очень важной теме. Это целый раздел будет у нас. Раздел называется «Предел последовательности». Предел последовательности. Предел – это фундаментальное понятие математического анализа, и мы должны с ним очень хорошо разобраться. Главное понять вот смысл определения предела. Вначале мы введем некоторое простое понятие, которое будем использовать в определении предела. Значит, небольшой пункт. Окрестности точек. Окрестности точек. Определение. Ну, пусть А какая-то вещественная точка. Окрестностью точки А вещественной называется любой интервал, содержащий эту точку. Тут единственное важное слово – это интервал. Не сегмент, не полусегмент, а именно интервал. Вот можно тут какие-нибудь взять А малое, Б малое. Вот если А принадлежит интервалу АБ, то этот интервал считается окрестностью точки А большой. Обозначается окрестность обычно заглавной буквой У или В. И чтобы подчеркнуть, чья это окрестность, внизу еще указывается соответствующая точка. Вот, У с индексом А. И вот какой-нибудь такой интервал, да, А1, Б1. Это тоже окрестность. Это тоже окрестность. Есть важный частный случай окрестности. Симметричная окрестность. Давайте определение. Симметричная окрестность у точки А. Симметричная окрестность у точки А радиуса эпсилон, радиуса эпсилон называется интервал А минус эпсилон, А плюс эпсилон. Иными словами, симметричная окрестность – это интервал, ровно в центре которого располагается интересующая нас точка. А эпсилон – это действительно радиус этого интервала,
центром А и радиусом эпсилон, то мы как раз внутри нее получим нашу симметричную окрестность. По-прежнему это интервал, повторяю, это интервал. Симметричную окрестность можно коротко обозначить так. У внизу а вверху эпсилон. Вот, если мы так запишем, то однозначно определить, что мы имели в виду, нельзя, потому что мало ли где располагаются концы этого интервала. Мы только знаем, что это какая-то окрестность А. А вот если мы задаем симметричную, то мы определяем абсолютно все. Мы можем точно нарисовать ту окрестность, которую имеем в виду. Ну и понятно, что радиус должен быть больше нуля. Очевидно. Радиус какой-то больше нуля. Хотя может быть очень маленький. Симметричные окрестности хороши тем, что позволяют использовать формул для проверки того, что какая-то точка лежит в данной окрестности. Вот для обычной окрестности можно написать x принадлежит окрестности точки А. Уточнить, что это означает, мы не можем, потому что мы не знаем, где эта окрестность в точности расположена. Если же мы утверждаем, что x принадлежит симметричной окрестности точки А, то как можно с помощью неравенства, обычного неравенства, может быть, каких-то других математических операций, это условие выразить? Вот. В каком случае x принадлежит окрестности, симметричной окрестности точки А, радиуса x? Когда он находится с двойным неравенством, может быть, двойным неравенством, а одним нельзя обойтись. Если что-то еще использовать. Через модуль. Да? Через модуль это гораздо удобнее, потому что в 2 раза будет короче, и мы при этом ничего не потеряем. Смотрите, расстояние, вот только тут давайте я x такой кругленький напишу. Я всегда буду кругленькие писать, когда они маленькие, а когда они большие, я буду писать их прямые. Значит, расстояние от x до точки А, это же и есть смысл модуля, да? Расстояние между двумя точками. Строго меньше радиус. Мы такие неравенства будем получать и в определениях, в дальнейшем очень часто и при доказательствах. Я потому и рассказывал о свойствах модуля чуть раньше, что это очень важная вещь для нас. Вот. Причем это видите, тогда и только тогда. Если x принадлежит окрестности, то это обязательно выполняется, и наоборот. Если это выполняется, то это означает, что x принадлежит окрестности. Могу я тут меньше или равно написать? Не могу. Потому что тогда я нарушил очень важное условие, что окрестность обязательно интервал, открытое множество. Нельзя, чтобы это было равно. Потому что если равно, тогда это означает, что x будет лежать на конце, а конец мы в окрестность не включаем. Строго меньше. Строго меньше. Ну вот. Окрестности можно комбинировать, это же обычное множество. Если мы возьмем две обычные окрестности и рассмотрим их объединить, это будет окрестность? Да. Будет, да, потому что если точка на, во-первых, объединение двух интервалов, это интервал. Во-вторых, если точка лежит и в одном интервале, и в другом, то она, естественно, лежит и в объединении. А если пересечение возьмем? Двух окрестностей. Не всегда. Вот какой вы недоверчивый. Ну, давайте посмотрим. Давайте прикинем, как же может быть, как же может оказаться такая ситуация, что пересечение двух окрестностей не является окрестностью. Ну, например, так. Да? Собственно говоря, левые концы окрестностей лежат обязательно слева от нашей точки. Выбираем это пересечение, выбираем ближайший конец, вот это. Правые концы лежат справа от точки. Тоже выбираем ближайший конец до А. Вот у вас и есть пересечение. Так это, конечно, будет окрестность, потому что это по-прежнему интервал. И точка, разумеется,
в нем лежит. Пересечение, если А входит в оба множества, то пересечение тоже содержит точку. Так что пересечение двух любых окрестностей тоже окрестность. Нетрудно понять, что это же справедливо и для симметричных окрестностей. Объединение и пересечение двух симметричных окрестностей тоже симметричная окрестность. А если взять бесконечное количество окрестностей? Будет ли объединение бесконечного количества окрестностей всегда? И будет ли пересечение бесконечного количества окрестностей окрестностей? Ну как получить бесконечное количество? Легко описать. Вот я возьму, скажем, А минус единичка на n. А тут я напишу b плюс единичка на n. И буду менять n. И буду менять n от 1 до бесконечности. Пусть n будет натуральный. Да? И вот для любого n я получу какой-то интервал. Да? Самый большой будет интервал, когда n будет равно единице. Это будет a минус 1, b плюс 1. Потом они будут все меньше, меньше, меньше. И никогда они не совпадут. Да? Концы будут приближаться к точкам А и Б, но никогда с ними не совпадут. Это будет интервал. Вот. Вот возникает вопрос. Если мы такую систему окрестностей рассмотрим и найдем ее пересечение или объединение, будет ли это тоже окрестность? Но это мы сейчас подробно обсуждать не будем. Я о результате скажу, а вы подумайте, почему это так. Значит, объединение любого числа окрестностей будет окрестностью. Хоть конечных, хоть бесконечных, хоть даже счетных, хоть даже не счетных. Ну, мы говорили, да, что счетное множество это в каком-то смысле самое маленькое из бесконечных множеств. А вот пересечение не обязательно. Если у нас есть бесконечный набор окрестностей, то, взяв пересечение, может оказаться, что мы не получим окрестность точки. Ну, в свое время мы это аккуратно докажем, но сейчас можете просто подумать, вот, как привести пример ситуации, когда у вас имеется бесконечное количество окрестностей, а пересечения окрестностей не лежит. Еще один важный факт, который нам уже сегодня потребуется, и который на самом деле простой. Факт такой. Для любой окрестности точки А существует вложенная в нее симметричная окрестность. Для любой окрестности точки А существует вложенная в нее симметричная окрестность. Какую бы мы обычную окрестность не взяли, мы всегда сможем найти симметричную окрестность, которая находится внутри вот этой исходной. Ну, легко догадаться. Во-первых, таких окрестностей даже будет бесконечное множество. Но вот самая большая вложенная симметричная окрестность какая? Окрестность с радиусом до ближайшего. Окрестность с радиусом до ближайшего конца исходной окрестности. Совершенно верно. Как это записать в виде формулы? Радиус мы договорились обозначать буквой y. Вот у нас, ну, я нарисовал окрестность с концами А и Б. Давайте-ка я это все уберу. Вот. УА у нас просто равняется А и Б. Это окрестность точки А. Я это писать специально не буду. Видно, да? Вот как же нам взять этот максимальный радиус, чтобы соответствующая окрестность симметричная лежала внутри исходной? Ну, вы правильно сказали. Минимальное расстояние от А до одного из концов нашей окрестности. Выбираем минимальное значение, берем, конечно, модуль этой разности. Да? Здесь это, конечно, вот это и будет эпсилон. Значит, вот
Вот такая окрестность. Я утверждаю, что окрестность радиуса эпсилон вложена в окрестность исходную, которая совпадает с интервалом АВ. Действительно вложена. Любая точка симметричной окрестности одновременно является точкой исходной. Одновременно является точкой исходной. Хотя у исходной есть еще какие-то точки, которые не входят в симметричную окрестность. Итак, для любой окрестности можно выбрать симметричную окрестность, вложенную в нее. Симметричная окрестность этой точки. Ну а теперь, наконец, давайте приступим к определению предела. Пункт будет называться так. Числовая последовательность и ее предел. Числовая последовательность и ее предел. Определение предела мы сейчас дадим для самого простого случая, случая последовательности. Потом у нас будет предел функции одной переменной, потом еще всякие разные вещи, но пока будем рассматривать последовательность. Что такое последовательность? Это частный случай отображения, определение. Отображение, действующее из n в x, называется последовательность. Давайте отображение какое-нибудь там f, действующее из n в x. Что такое отображение, мы помним. Так что здесь главное, что мы фиксируем область определения специальным способом. Да? Мы в качестве области определения берем натуральные числа. Напоминаю, что это числа целые положительные. Ноль мы договорились не включать. То есть мы можем рассматривать f от 1, f от 2 и так далее, f от n. Только можем подставлять целые числа. Для последовательности такая запись обычно не используется. Если считать, что у нас x это результат такого отображения, то это записывают так. X, а рядом просто индекс 1. x2, x, n. И часто отображение задается или в виде формулы xn равняется чему-то там, да? Или просто в виде вот такого набора значений, иногда еще xn там указывают. Только надо обязательно в конце многоточие написать, потому что это набор бесконечный. Набор бесконечный. Для краткости иногда еще так пишут. Тут, правда, бесконечность, тут уже многоточие не указано. Иногда еще здесь приписывают такие пределы изменения, чтобы напомнить, что n у нас это любое число от 1 до бесконечности. И всегда в математике, когда используется буква n, предполагается, что это целое число. Если записывается просто xn, без всяких фигурных скобок, то это определяет не всю последовательность, а какой-то член последовательности. Говорят, n-й член последовательности. N-й член последовательности. Если множество x вложено в f, то последовательность называется числовой. Мы будем рассматривать исключительно числовые последовательности. То есть xn это числа, какие-то вещественные числа. Ну и вот рассмотрим парочку примеров. Скажем, последовательность
определяемое такой формулой. xn это единичка на n. Если записать несколько начальных членов, то мы получим 1, 1 вторая, 1 третья, 1 четвертая и так далее. Второй пример. YN, скажем. YN пусть будет n квадрат. Тоже последовательность. Если мы начальные члены такой последовательности посчитаем, мы получим 1, 4, 9, 16 и так далее. Если мы укажем точки нашей последовательности и первое и второе на числовой оси, то для x мы получим вот это вот x1, вот это будет x2, это будет x3, это будет x4, ну и так далее. Да? Они будут все ближе и ближе подходить к точке 0. Так что точка 0 это какая-то особая точка для нашей последовательности. Если же мы рассмотрим y, то y1 тоже будет единичка, потом будет у нас y2 уже четверка, ну и, боюсь, мне уже тут не хватит места, чтобы отметить все остальные, хотя бы начальную часть этих элементов. И они у нас благополучно уйдут очень далеко вправо, и ни к какой точке сгущаться они не будут. Вот пока нас интересуют именно такие последовательности, которые сгущаются к какой-то точке. Ну, в свое время мы и последовательности такого сорта обсудим. Можно сказать, что они сгущаются в бесконечности, да? Имеют бесконечные пределы. Но мы сегодня о бесконечных пределах говорить не будем. Естественно сказать, что последовательность xn, вот эта, имеет предел равный нулю. Естественно? Как вы считаете? Ну, естественно. Мне тоже кажется, что естественно. А как строго это определить? Вот это наша задача. Может быть, на практике вы уже это обсуждали, так? Ну, попытайтесь вспомнить. А лучше просто, вот давайте подумаем. Ничего вспоминать не нужно. Вот что для точки 0 выполняется такого замечательного, чего не выполняется ни для какой другой точки относительно вот свойств нашей последовательности x. Вот если я скажу, что предел этой последовательности единица, то это будет неправильно. Да? Это как-то это странно. Что это ради будет предел 1? Или там 1/2, или там минус 5. А вот 0 это кажется естественно. Так вот почему? Давайте. А 0 меньше других членов последовательности. Минус единица тоже меньше всех других членов последовательности. Если мы к нулю прибавим любое малое, сколь угодно малое эпсилон, то оно уже не будет наименьшим значением, меньше всех значений последовательности. То есть, если мы прибавим эпсилон, то обязательно окажется какая-то величина левее. Ну ладно, это мы прибавляем. А если я хочу дать определение, которое является подходящим для любых последовательностей, я могу рассмотреть еще последовательность. Да, zn равняется минус единичка на n. Вот мне бы хотелось бы, чтобы вы придумали определение, которое справедливо для всех последовательностей, которые, ну вот. И, кстати сказать, если уж на этом пути мы дальше пойдем, y у меня тут уже не используется, давайте я еще такую замечательную возьму. Минус единичка в степени n поделить на n. Да? Это вот интересная последовательность тем, что мы прыгаем вокруг нуля. Влево, вправо, ой, не здесь, вот так. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Да? Какая-то часть элементов располагается слева, какая-то справа, но все равно они сгущаются к нулю. Вот ваше определение должно быть желательно все-таки коротким. Не забывайте, что мы не зря определение окрестности дали. Видимо,
самая короткая она будет, если мы используем определение окрестности. Вот. Короткими охватывают все такие случаи. Вот это вас как раз испугало, да? Это уже немножко похитрее получается. Какую мы окрестность не взяли, радиуса эпсилон, да, то она, в нее будут попадать элементы функций наших. Ну, не функции, а последовательности. И все? Будут попадать элементы? И все? Если я возьму любую окрестность x1, то в нее будет попадать элемент x1. Да? Значит, что-то надо сильнее потребовать. Иначе любая точка нашей последовательности будет предел. Вы одно слово пропустили. На самом деле, конечно, не совсем так. Какую бы мы окрестность этой точки не взяли, в нее будут попадать практически все элементы, кроме какого-то конечного числа снаружи. Я мог бы сказать, какую бы мы точку не взяли, в нее будет попадать бесконечное количество элементов, но этого мало. Я покажу, что если так определить, будет не совсем правильно. То есть, конечно, это будет бесконечно, но важно то, чтобы снаружи было конечно. Какую бы мы окрестность этой точки 0 не взяли, в нее будут попадать все элементы, кроме какого-то конечного числа. Может быть, очень большого конечного числа, но все равно это будет конечное число. И вот в данном случае, тут уже сложно что-то разобрать, давайте еще раз нарисуем. Давайте вот y возьмем, да? y1, y2, y3, y4 и так далее. Ни одна точка, кроме нуля, этому не будет удовлетворять. Если я даже что-то очень близкое к нулю возьму, какую-нибудь вот такую окрестность, то в нее попадет только конечное число. Да? Потому что рано или поздно мы получим точки, которые будут ближе к нулю, чем граница нашей окрестности. А вот если мы возьмем какую угодно окрестность нуля, даже очень маленькую, то в нее будут входить все элементы, кроме какого-то конечного числа элементов с меньшими, с начальными номерами. Вот так. Почему важно именно сказать, что снаружи будет конечное число? Есть вот такая последовательность, легко ее сочинить, только у меня буквы уже закончились. Ну, какая-нибудь там фирма. Греческих букв у нас много. Очень простая, да? Что у нее будет за элемент? У нее будет два различных элемента. Просто они будут много раз в этой последовательности встречаться. Это будет последовательность минус 1, 1, минус 1, 1, минус 1 и так далее. Так? Если бы мы потребовали, чтобы пределом считалась точка, в которой в любой окрестности которой содержится бесконечное количество элементов, то у нас было бы два предела. Один предел минус 1, а второй предел 1. В принципе, так, наверное, можно было бы определить, но это неудобно. Вот. Желательно, чтобы предел, если он существует, был один. И мы докажем, что в нашем исходном определении как раз это будет. Вот. Значит, мало того, чтобы в любой окрестности было бесконечно множество, надо, чтобы еще снаружи было обязательно конечное число. Вот это не удовлетворяет. Мы потом аккуратно докажем, что такая последовательность по нашему определению предела не имеет. Ну вот. И, собственно, мне кажется, что до такой идеи предела дойти не очень сложно. Хотя до него дошли вот в таком строгом виде только в 19 веке. Раньше, конечно, понимали, что такое предел, и нарисовать было очень легко, но строго построить вот теорию пределов и на ее базе возвести строго
весь математический анализ удалось только в 19 веке. Вот тот самый Агюстен Луи Каши, о котором мы немного говорит, вот он очень много в этом отношении сделал. Ну что, определение предела на языке окрестности давайте запишем. Определение предела последовательности на языке окрестности. Говорят, что последовательность xn имеет конечный предел, равный a. Говорят, что последовательность xn, ну, конечно, числовая последовательность, но я не буду постоянно говорить числовая, мы только с числовыми работаем. Ну и тоже, опять же, а, понятно, что число. Говорят, что последовательность xn имеет конечный предел, равный a. А вот слово конечный здесь важно, потому что вообще будут бесконечные пределы, там будет другой предел. Говорят, что последовательность xn имеет конечный предел a, если, ну подсказывайте мне, если что. На словах это писать не нужно. Значит, вы сказали так, ну я сказал с вашей помощью. Если любая окрестность точки А содержит все элементы последовательности, кроме какого-то конечного числа. Ну, это слишком уж такое словесное определение, как это в виде математических утверждений записать, используя кванторы и всякие такие полезные штуки. Потому что чем нам проще это записать в виде формулы, тем нам проще будет это использовать во всякого рода доказательства. Ну, то, что мы начинаем с любой окрестности А, это понятно. Да? Для любой окрестности А. Вот как нам теперь записать, что в эту окрестность попадают все элементы, кроме конечного числа? Я не говорю, кстати, что обязательно какая-то вот начальная часть не попадет. Мы можем очень хитро определить последовательность, но вот вне этой окрестности должно быть только конечное число точек. А вот как, смотрите. Найдется такое натуральное n большое, что для любых точек n больших n большого, что выполняется? xn принадлежит окрестности А. Это как раз и означает, что все точки, у которых номера больше n большого, попадают в окрестность. Значит, вне окрестности в лучшем случае окажется n большое исходных начальных элементов последовательности. Кстати, я тут не говорю, что обязательно все они будут снаружи. Может, какие-то из них тоже попадут внутрь. Я просто утверждаю, что вот начиная с этого номера, который больше n, все они обязательно попадут. Тогда снаружи будет обязательно конечное число. Не больше, чем n большое число. Понятно? Ну вот это понятно. Для любой окрестности найдется такой номер, начиная с которого все элементы попадут в эту окрестность. Ну и понятно, что на самом деле, конечно, номер зависит от выбора окрестности. Если вот для нашей исходной последовательности xn вот это, если для нашей исходной последовательности я возьму окрестность вот какую-нибудь такую, да, то n какой я могу взять? Да какой угодно, единицу я могу взять. Потому что все элементы попадают в эту окрестность. Но если я возьму, вот, скажем, такую окрестность, поменьше, да, уже единицу взять не могу. Потому что, видите, элемент
с индексом 2 уже не попадает. Но я могу n взять равным двойке, да? Потому что для всех номеров больше двойки, ну вот тут 1/3 будет уже внутри окрестности, да? Попадет. Если же я совсем возьму маленькую, вот какую-нибудь совсем маленькую, то вполне возможно снаружи окажется там 10-20 элементов. Ну, значит, n надо взять равным 20. Но все остальные все равно попадут внутрь. Вот это определение предела последовательности на языке окрестности. Ну, я думаю, пора нам его обдумать. Лучше всего это на перемене.